Привет всем, кто интересуется велосипедами. Недавно смотрел одно видео, где человек первый раз катался на шоссейном велосипеде и высказывает свои впечатления, как, что, какие, что ему нравится, в общем, свои впечатления рассказывал. Естественно, мне как новичку очень интересно было послушать, совпадают ли мои мнения с этим человеком, скажем так, что он для себя открыл. Видео называлось, по-моему, впечатление, или первое впечатление о шоссейном велосипеде. Что-то в этом духе. Там ссылочку оставлю внизу. Но самое интересное было читать комментарии, скажем так, крутых спецов. Почему? Потому что человек глянул буквально и сразу поставил диагноз, что, мол, человек в велоформе, это человек нетрадиционной ориентации. То есть эта велоформа нужна только для спортсменов, только на соревнованиях, чтобы выиграть какие-то секунды. Мол, человек сказал, что не стоит эта форма, это выпендрёж и ничего не более. Естественно, я с этим человеком абсолютно не согласен. Скажем так, год назад, чуть меньше, когда приобрел этот велосипед, пробовал ездить в обычной одежде. Обычно я любил футболки, ХБшные, шорты, то есть вся одежда такая свободная, облегающая, да еще с моей комплекцией как-то выглядело странно и смешно. В общем, я считал, что так не должно быть. Но потом один раз в секонд-хенде приобрел джерси. Думаю, попробую, футболка, не облегающие штаны. Одел. И вы знаете, что я вам скажу. Когда ты только начинаешь заниматься спортом или какой-то видом деятельности активно, особенно если ты обладаешь избыточным весом, ты очень сильно потеешь, потому что организм не привык. Так вот, самое интересное, что в ХБшной меня вся футболка, все лицо и все шорты мокрые просто были. Но когда я приехал после покатушки с использованием специализированной формы, то есть велоджерси, я заметил, что лицо мокрое, шея мокрая, задница мокрая, а спина и грудь сухая. Явно 1,5 литра выпил воды, не может так быть, чтобы только части тела определенные потели. Потом я так же само попробовал взять тоже в секонд-хенде, потому что форма довольно дорогое удовольствие. И решил в секонд-хенде взять велотрусы с памперсом, так называемым. Скажу вам честно, бэушные очень редко попадаются, что в хорошем состоянии. Обычно, как правило, они здесь рабочая, так сказать, часть штанов вытирается и не стоит, скажем так. Взял, попробовал, выехал вечерком, уже так, чтобы меньше народа видело, один раз вечером, один раз утром. Знаете, заметил, тут даже не в скорости, не в обтекаемости, а в том, что велоформа позволяет дышать, скажем так, это как кондиционер. То есть реально в жаркую погоду вам не жарко, в прохладную погоду вам не холодно. То есть, в зависимости, конечно, по сезону одеваться. Так вот, что я вам скажу. Конечно, если вы предпочитаете ездить в обычной одежде, это милости просим, никто вам не запрещает. Можете хоть и в валенках вместо контактных туфель ездить. Это ваш выбор. Но одно я вам скажу. Велоформа стоит этих денег. Именно комфорт. То есть ты не паришься. Ты потеешь и влага испаряется. То есть вот по лесу едешь, ветки торчат. Там, если на тебя висит этот балахон, там зацепился. Не то. Что еще сказать? Знаете, почему так народ... Вот облегающая форма и сразу ориентация. Человека не та, значит что-то не то и тому подобное. Кому-то не нравится цвет определенный. Я понимаю, что сейчас
знаете, есть люди подбирают цвет под велосипед. Ну вот, как у меня, припустим, приблизительно. Бытует мнение, что если велоформа подобрана под цвет велосипеда, скорость увеличивается на 5 км в час. Но если серьезно, это дело лично каждого. Какую форму, какой цвет подбирать. И мнение, знаете, сколько не было людей, всегда найдутся люди, которые не согласны с вашим мнением. Так что тут, если вы считаете, что это правильно, значит делайте правильно. Нравится ездить в ХБшных футболках? Ради бога, ездить. Просто возьмите хотя бы на время, я не знаю, ну, если вы не хотите покупать, если вы не брезгливый человек, даже той самой секонд-хенде можно найти, или в Стоксе, или как нам называют, одежда с Европы, или хотя бы в товарищей. Многие, начав заниматься велоспортом, замечают, что через время, год-два, и форма, она в отличной форме, если она действительно качественная, но она уже на тебя висит как торба, как мешок. То есть получается, она вроде хорошая, но тебе не нужна, то есть она уже не по размеру. И люди делятся, продают буквально за бюджетные деньги. Возьмите даже вот этого товарища, скажите, я попробую, если мне понравится, я куплю. Попробуйте. Попробуйте. Я вам скажу, что очень много людей соглашатся с моим мнением, что велоформа все-таки добавляет очень много комфорта. Да, сначала он тебе смотрит, таращится. Я сначала выехал в желтом этом, мне даже машины, автомобили, вернее, дорогу уступали. Наверное, думали, что я гаишник, ну, или разжалованный, или новая полиция выехала. Не знаю. Ну, смысл в том, что велоформа привлекает внимание. Да, некоторые говорят, я нарядился как попугай. Ну, если тебя видят на дороге, это хорошо. То есть тебя замечает автомобиль. Это есть хорошо. То есть уступит он тебе дорогу или не уступит, это такое, соблюдайте правила движения, это самое главное. И правило негласное, дай дорогу дураку. Ну, автобусы, автомобили грузовые, ну и на крутых джипах и тому подобное, уступите. Пусть даже вы по правилам ездите. Здоровье важнее. Что по велоформе сказать? Ну, скажем так, я в этой новичок, но скажу вот по примеру вот этой велоформы. Велоформа, скажем так, она называется как демисезонная, она на флисе. Ну, такая мягенькая. И видите, здесь бретельки. Для людей, скажем так, с избыточным весом я бы все-таки рекомендовал с вот этими бретельками. Да, есть свои нюансы, есть неудобства. В каком плане? Ты должен, ну, если тебя по нужде, или надо сбрасывать вот это и сбрасывать вот эти шлейки. И получается, но, честно говоря, тот, кто ездил на велосипеде, как правило, у него вся жидкость выходит потом, ну, в большинстве случаев. И становиться один раз там или два, я считаю, что ничего сложного в этом нет. Плюс какой, когда у тебя вот здесь много жира, и ты одеваешь велотрусы, оно тут врезается, скажем так, не совсем удобно. Да, впоследствии, когда вот здесь НЗ уменьшится, можно одевать такую, скажем так, велоформу без шлеек этих, без подтяжек. И еще, скажем, вот эта велоформа, здесь белый верх. Хорошо, заметно все, то есть, но какой один минус, не знаю, может это обмен веществ или тому подобное. Я начинаю, недавно ехал, было довольно жарко, была уже более, где-то на солнце около 40 градусов тепла, ну плюс хорошо крутил. И заметил, что вот здесь начало так высыхать пот, вот здесь вот, в этот как бы воротничок. Такой желто-коричневый след, ну как будто бы тебя макнули в унитаз, и высох потом. Ну, в общем, отстирать проблемно, может это сало вытапливается и, скажем так, отслаивается. Но
А может просто пыль, грязь с дороги плюс высыхание, ну, не знаю. Довольно вот этом месте, я считаю, что должно быть или какой-то цветастый цвет, то есть разноцветный, не так заметно. Спина по центру желательно тоже не однотонная, ну, по крайней мере, более темные. Или какие-то полосы, потому что заднее колесо, крыла нет, небольшая лужа, и тебя набрасывает на спину такие какашки. Одним словом, велоформа эту на флисе я испытывал, скажем так, было 7 градусов тепла, в апреле я выехал, проверил, как не замерзнули. Было 7 градусов тепла, я одевал под низ такую, я не знаю, для футболистов тоже специальная такая дышащая футболка с длинным рукавом. Я ее под низ одел и довольно, знаете, было довольно хорошо. И вот до 30 градусов тепла, даже в этой, в принципе, тоже нормально. Ну, уже сейчас потрошки, по чуть-чуть начинается жара подниматься, поэтому все-таки стоит иметь не только зимнюю одежду, но и летнюю. То есть одеваться по погоде и комфорт езды увидите, насколько лучше. Ну, а насчет того, что только спортсмены должны, я не знаю, знаете, есть люди, которые их очень выводит из себя, что вот такой человек вот таким огромным животом выехал, припустим, и такой задницей, и он его смущает. Что вот я спортсмен, я одеваюсь в спортивную одежду, а он одел клоун. Знаете, я вам скажу, если вы действительно болеете за спорт, то каждого человека, пусть он смешно выглядит в этой спортивной одежде, вы должны, ну как не должны, ну по крайней мере я так думаю, вы должны человека сказать, что молодец, ты правильно делаешь, ты встретил его, помахал ему рукой, что мол, молодец, давай, давай. Знаете, даже если у вас лицо, улыбка до ушей, улыбнитесь и просто скажите молодец. Пусть он думает, что вы его приветствуете улыбкой, а вам смешно просто с него. Тут не в этом дело. Во-первых, не все, есть люди закомплексованные, и они просто не занимаются этим, потому что, чтобы не быть смешным. Мне, честно говоря, буквально первых 2 раза выезжал, мне немножко было не по себе, а потом как-то забил на это. Хай говорят, что хотят, это их не... Знаете, есть такая народная мудрость. Хай горщиком называют, аби в печь не клали. То есть мне по барабану, кто там, что там, будет против иметь или какие-то свои мнения. Каждого человек выбирает то, что ему удобно. И выбирать велоформу или не носить ее, это тоже дело ваше. Но все же я бы вам рекомендовал попробовать в этом хотя бы разок, второй. И не ведитесь на это, на чужие шутки, подколы. Шутите в ответ. Знаете, много положительных эмоций. Пусть даже частичка где-то вас внутри вроде зацепила. Не обращайте внимания. Вы знаете, что это не так. Это самое главное. Что еще? Делитесь информацией с друзьями. Если вы взяли какую-то у вас интересная вещь, связана с велодвижением, ну, велосипедами, поделитесь с другими. Вы знаете, одному нравится, другому не нравится, третий вообще там от радости прыгает, говорит, вот я себе тоже такую вещь хочу, она мне очень понравилась, другому она не нравится. Это такое дело. В общем, пользуйтесь велоформой, это вещь хорошая. Так что это я проверил. Ну, до контактных педалей еще не дошел. Педали пока лежат дома. Всему свое время. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Ну, в общем, все. А то у меня тут комары сидят. Ладно, до свидания. Счастливо всем. Опа.
Ежик, что боишься?